X4Q Extra. Вот такой вот красавец. Вот, кстати, у меня уже в руках. Вот Yugus X4Q Extra. Это новиночка 4 на 128. И, знаете, цена тоже повышена, но все-таки есть какие-то отличия, потому что есть же у нас версии Cube, Pro, Plus. И тут еще и Extra вышла с какого-то ляда перепуга. И все такие, ну ничего себе, для чего она нужна? Я вам объясню. Знаете, что такое? Это Yugus M8 на минималках. А это значит, что здесь у нас есть и Dolby Vision, и Dolby звук, и даже в декодере, и есть в пробросе все остальное. У нас есть хороший 5 ГГц Wi-Fi, есть LAN RJ45, конечно же, на 1000 мегабит, и в принципе тот же самый Bluetooth пульт. Но обо всем об этом в нашем обзоре на канале Технозон. Поехали. Слушайте, все красиво, все хорошо, буду показывать много всего интересного, но я не вижу смысла здесь, допустим, обсуждать то, что я делал в основном обзоре. А это значит то, что этот TV-бокс уже даже на самом старте заявляю, что он не сильно отличается, например, от X4 Pro. Ну, кроме того, что объем памяти и еще какие-то основные отличия по типу Dolby Vision. Да, Dolby Vision здесь наконец-то поддерживается. И плюс здесь есть, ну, например, тот же самый DRM L1 защита. Она такая же, как в Toonbox, и об этом говорить нам тоже особо нечем. И игровые возможности нам обсуждать не для чего, потому что вы это все можете посмотреть это в оригинальном обзоре на X4Q серию, который разместил для вас в описании под видео. А также там есть ссылки на продавцов, на проверенных продавцов. И, кстати, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры. И еще хотел бы вам добавить, что в описании под этим видео, в закрепленном комментарии, есть ссылочка на украиноязычный обзор этого, вернее, на украиноязычную версию этого обзора. Давайте посмотрим, что же нам заявляется сам продавец. Мы сейчас на Yugus Official Store, это официальный магазин Yugus. Мы показываем его на aliexpress.com, потому что наш канал не рассчитан на территорию России, и поэтому цены у нас, само собой, долларов. В долларах это чтобы вы просто мне не писали глупости, как обычно, почему цены там не в рублях, потому что их и не будет в рублях, мы не работаем на территории России. Теперь, из основных моментов эта цена в $124. Да, это как бы не дешево, но мы с вами понимаем, что данный TV-бокс стоит определенных денег. И здесь у нас процессор Amlogic S905X4J. Это немножечко другой процессор. Здесь у нас есть 128 гигабайт eMMC хранилища. Есть LPDDR4 на 4 гигабайта. Вот, пожалуйста, у нас характеристики. Так. Дальше Bluetooth 5 у нас поддерживается. И у нас есть тут по картинкам, как они тут заявляются, экстра память. Сейчас посмотрим. Больше ничего не написали, да? Ну, как бы все, так, на этом все закончилось. И самое интересное про Dolby Vision, они хотят, тут, смотрим, есть у них заявление про Dolby Vision или нет? Где тут поддержка? Я потом вам покажу, как работает Dolby Vision. Да, есть Dolby Vision поддержка и HDR поддержка, они тоже написали. Так что в этом они, конечно, молодцы. Ну, короче, ссылки вы поняли где. Откладываем и побеседуем немножечко на тему TV-бокса. Мы сегодня чуть-чуть отойдем от того формата, который у нас был ранее, и обсудим, например, начнем с производительности. Если брать Antutu, то вы перед собой видите сейчас вот Antutu, это 110-112 тысяч баллов в серии тестов, если брать, и это, в принципе, такой стандартный показатель для этой серии. То есть здесь у нас особых отличий нет, как в принципе и в 3D Mark. Если брать, допустим, Ice Storm и Ice Storm Extreme, то Ice Storm Extreme это там 5700 с мелочью баллов, и в Ice Storm Unlimited 10 тысяч с мелочью баллов, что в принципе вписывается в средние показатели для TV-боксов на 905X4 процессоре. Если говорить об интерфейсах этого самого TV-бокса, то у нас здесь на бачках есть разъем 5 вольт, HDMI, OTG, разъем USB 2.0, который работает как простой USB, LAN RJ45 на 1000 мегабит, SPDIF, есть у нас USB 3.0, разъем для TF-карт, спереди разъем для инфракрасного порта, и сверху вот этот вот дурманящий светодиод, который, честно говоря, задалбывает, благо управлять им можно. Также у нас в комплекте есть Bluetooth пульт, стандартный, югосовский,
андроидовский, с голосовым поиском, с аэромышкой, с гироскопом и программируемой кнопкой для управления вашего телевизора. Хотя телевизором вы можете и так управлять через протокол ЦИК, который в нем есть, и вы можете это все дело посмотреть. Есть блок питания на 12,5 Вт, это 5 вольт 3,5, 5 вольт 2,5 ампера. Кстати, это нормальный блок питания на Type-C, тоже очень полезная штука, и в комплекте у нас больше, в принципе, ничего такого нету, кроме там какой-то инструкции и пакетиков. Сейчас посмотрим. Коробки, кстати, очень классные начали делать они с вот так. Видите, у нас тут даже есть мануал. Дальше. По сетевым модулям. Сетевые модули меня действительно порадовали. Не имея Wi-Fi 6, он все-таки показывает порядка до, ну, знаете, как Wi-Fi 5 ГГц до 400 мегабит. Пиковый я там видел 380-390 мегабит на загрузку и примерно столько же на выгрузку. Вы все это сейчас видите. 2,4 ГГц это стандартные средние показатели, около 40 мегабит на загрузку, 40 на выгрузку. И LAN G45, здесь стандартный гигабитный LAN, который у нас там показывает 600-700 на загрузку и там порядка там 700-800 на выгрузку. Все зависит от загрузки сети на текущий момент. Все вроде бы хорошо. Не греется. Не греется. Греется, по моим ощущениям, объясню. По моим ощущениям, греется меньше, чем X4Q Pro. Знаете, в чем вопрос? Дело в том, что разбирать нет смысла, конструктивно вы ничего не увидите. Я думаю, что это все-таки сугубо мое личное ощущение, когда мы проводили тротлинг-тест, вы вот тоже сейчас видите, максимальный нагрев у нас составил 70 градусов, никаких артефактов и вообще никакого тротлинга замечено не было вообще по выводам этого самого приложения. И вот если мы с вами это все сейчас обсудили, то я вам открою правду, что в определенных вариантах, сценариях работы, например, если вы будете играть на нем, что я вам конкретно не рекомендую делать на ТВ-боксах, то нагреться он может, в принципе, там и до 76-78 градусов. При воспроизведении какого-либо контента более 75 градусов, 76 максимум нагрев я не находил и не видел. Это в стандартных вариантах. Все остальное расскажу уже дальше в обзоре. В принципе, я вам покажу какие-то мультимедийные возможности и то, что у нас ничего не изменилось. Остальное все, ребят, смотрите в оригинальном обзоре на X4Q. Что для меня это вообще ТВ-бокс, что он из себя представляет для меня? Я вам объясню. Это Dolby Vision, то, чего не хватало вот именно вот такого рода ТВ-боксах. Были какие-то сертификаты, были какие-то экстра, ультра, мега дорогие, хотя $124 для меня тоже не сильно дешево. Но я считаю, что вот такой вот формат ТВ-бокса, вот который вот там многие меня спрашивали, он действительно подходит конкретно для меня, с учетом того, что здесь работает тут Мегуо, который я смотрю, Netflix у меня есть на телевизоре, на самом смарте телевизора. Вот знаете, вот еще один плюс того, что это можно поставить Android TV модуль. Я тоже обсуждать в этом обзоре это не собираюсь, потому что уже обсуждал, переобсуждал, уже сделали, ставили, и мало того, не только ставили, еще и делали видео по этому поводу. Все, будем переходить на обзор, а потом делать выводы. Ну как на обзор? Чисто посмотрим мультимедиа, потом сделаем вывод. После того, как вы это все увидели, конечно же, мы должны с вами посмотреть интерфейс, который у нас стандартно похож на Android TV, у нас подключен наш голосовой Bluetooth пульт, и все вроде бы хорошо. Тут все отлично. Честно, подтверждаю, работающий интерфейс, фильм Черкассы, работающий голосовой поиск от Югус. Если у вас не работает, идем в группу Югус, ищем ее в телеге и уже там задавайте свои вопросы. То есть голос работает. У меня просто сейчас я специально для обзора снес все остальные приложения, которые у нас могут каким-то образом повлиять на претензии правообладателей, которые, честно говоря, задолбали уже своими претензиями. Но это все мелочи жизни. То есть каналы рекомендаций, которые передвигаются, все хорошо, все красиво. А в самих настройках, если пойти, то мы с вами не увидим ничего абсолютно нового. То есть в настройках устройства, об устройстве мы видим XQ4, версия Android 11. Все те же самые входы-выходы с расширенным управлением ЦИК, который работает. У меня сейчас не подключен телевизор, не подключен АВР, вернее подключен мой Pioneer ресивер, но он не поддерживает ЦИК. И есть у нас там варианты управлять громкостью телевизора, управлять громкостью той же самой какой-нибудь звуковой панели через ЦИК. И также у нас тут есть кнопки меню, менеджеры кнопок и управление USB. Все это
это вы видели в нашем оригинальном обзоре Yugus X4Q. И там как бы все точно так же. То же самое с расширенными выводами звука и расширенными, чем у нас там, цветами, панелями интерфейса. Что мы здесь планировали видеть новое? Практически ничего. Все это мы видели в основном оригинальном обзоре. Но у нас есть с вами такой вариант изменений, как кодеки, поддерживаемые, мало того, что кодеки, еще и декодирование видео. По аудиокодекам. То, что он поддерживает в пробросе, это мы все понимаем. Но у нас есть в декодере DTS HD. По крайней мере, так заявляется у нас, так у нас стоит в процессоре, скажем так. Есть у нас EAC3 в декодере, это True HD звук, то есть это у нас идет в декодере, все остальное в пробросе. Что касаемо видеокодеков, то это у нас, смотрите, есть, сейчас мы смотрим в декодере, AV01, само собой, декодер. Также, AVC, это мы все понимаем, это старые кодеки. Есть у нас Dolby Vision, DAF1, DWAV, DVHE. Короче, ребята, тут есть Dolby Vision. И какой Dolby Vision сейчас проверим? Есть, конечно же, MPEG 2, MPEG 4, VP9.2 с поддержкой YouTube HDR. И вот тут вот, да, действительно, это его преимущество. В DRM Info мы с вами можем пойти в Advanced CDM и увидеть, что у нас здесь уровень безопасности L1. Это значит, что здесь будут работать стриминговые сервисы. При этом, что касаемо стриминга, мы с вами будем получать здесь еще и такую вещь, как Dolby звук, по крайней мере, DTS HD тут есть, и EAC3 есть. Если мы пойдем с вами в Vimeo Media Player, в ту же самую диагностику, то мы увидим, что здесь опять же у нас в аудио есть AAC декодер, AC3 декодер, EAC3 декодер. И хотя они пишут здесь DTS HD в пробросе, там пишут, что DTS HD в декодере. И при этом есть у нас практически все частоты, то есть он может переключать все, он может работать с автофреймрейтом, и само собой в Югусах автофреймрейт самый-самый правильный. Да и если пойдем в AIDA 64, мы не увидим никаких основных изменений, кроме того, что здесь 4 на 128. Такое себе сочетание. У нас есть 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц. Это 32-битная система на 64-бит процессор на 32-битной системе. За отображение отвечает все тот же Mali G31. И у нас есть сеть, которую мы уже с вами проверили. Есть Android 11 и доступ к температуре, который мы видим с вами в окошке, которая выведена. То есть, по сути, все точно так же. Смотрите, по мультимедиа, что мы можем с вами сказать? Мы можем сказать, что YouTube у нас не претерпел никаких изменений и фактически все воспроизводится. Вот если мы сейчас пойдем с вами в библиотеку и включим, допустим, ту же самую дикую реку, то дикая река тут будет пахать, мама не горю, 2160p без единого дропа. А это, поверьте, может не каждый ТВ-бокс, который для того, чтобы вытянуть дикую реку, тут надо еще и постараться. Если вы подключите ее к HDR телевизору, то там еще и в AV01 она будет играть. Вот таким вот образом закодирован ролик на текущий момент. То есть отлично. Также это касаемо там Японии 8К с AV01 кодеком, в AV01 тоже все прекрасно проигрывает. То есть мультимедиа у нас на высоте. Тот же самый основной момент, который мы имели в виду, это работа с DV, с Dolby Vision. И здесь вот если мы включаем там 5-й профиль через тот же самый Uplayer, то у нас Dolby Vision 5-го, Dolby Vision 8-го профиля воспроизводится вообще без проблем. Мало того, он их не просто воспроизводит, да, допустим, если говорить о воспроизведении, он их еще и декодирует в Dolby Vision, поэтому тут как бы момент такой, все хорошо. Насчет 7-го профиля, опять мы возвращаемся все к тем же баранам, о том, что двухслойники 7-го профиля не проигрывает. У нас кроме Oppo без игнорирования второго слоя ни одно, скажем так, ни один ТВ-бокс. Поэтому то, что он 7-й профиль проигрывает, это хорошо. Второй слой он будет игнорировать при любом раскладе.
И если говорить о 4К фильмах, то 4К, высокобитрейтные ролики, он проигрывает, тягает с внешнего носителя просто без проблем. Да у нас здесь и внутренний и внутренний, скажем так, очень классное хранилище, там на 128 гигов, которое позволяет нам, скажем так, проигрывать все что угодно. А что касаемо звука объемного, то тут то же самое, сколько мы не тестировали, то есть мы там тестируем Dolby Digital Plus, там у нас вот он проигрывает, сейчас посмотрим. Он включил Dolby Digital Plus, все, у нас вопросов нет. То же самое касаемо Dolby True HD, здесь мы опять не видим никаких изменений, то есть у нас разница только лишь в объеме памяти и в Dolby True HD есть, как бы вопросов не вижу. DTS HD Long Lossless, но я не могу проверить Atmos на этом ресивере, на Пионере, который у меня здесь стоит, потому что Atmos он не поддерживает и DTS-X, но DTS Lossless есть, DTS ядро соответственно тоже. Я вот в данном случае, честно говоря, мне всегда юбусы нравились реализацией работы со звуком. И у нас остается момент проверки работы IPTV, с которым вообще вопросов у меня не возникло. Как бы мне все понравилось, все хорошо. Для меня вообще это, вот знаете, TV-бокс Юбуса M8 на минималках. Смотрите, как IPTV быстренько переключается. Вообще без тормозов, без фризов. Смотрите. То есть я вот переключаю без монтажа, без ничего, все шикарно. Что касаемо стриминговых сервисов, ну, само собой, Netflix, тут сертификации нет, да, и не может ее здесь быть. Но если говорить, допустим, о каких-то моментах там просмотра стриминговых сервисов, я не заметил никаких вопросов с учетом того, что у него DRM L1 защита. И в частности, вот, там, те стриминговые сервисы, которые у меня есть, по типу Megogo, украинские, там, по типу Sweet TV и тому подобного, конечно же, у меня воспроизводятся отлично. Если говорить о, допустим, каких-то моментах через Matrix, вот через раздачи, я не могу этого сейчас показывать, потому что очень сильно у нас YouTube в последнее время банит за такие дела, то у меня ограничений нет. Но вы должны помнить основные правила, что количество раздающих должно быть достаточным, но даже при наличии большого количества раздающих, вы должны понимать, что эти раздающие должны быть реальными. О чем идет речь? Если раздающие точно так же сидят, как вы на Матриксе, они там тоже отображаются как раздающие, и там 80-60 гигов могут тормозить. Поэтому тут уж вопрос уже не к TV-боксу, а к тому, что и как работает. Игровые возможности проверять нет смысла, мы проверяли это все на X4Q оригинальном, можете пойти посмотреть обзор, а вот по этому TV-боксу я уже готов как бы сделать свои выводы. В качестве выводов скажу, я рекомендую данный TV-бокс даже за цену $124, потому что купи дешевый TV-бокс, купи к нему пульт, прошей, Dolby Vision нету, там еще чего-то нет, вернее памяти нормального объема нет. Покажите мне хотя бы один сертификат с таким объемом памяти. Не покажете, потому что их физически не существует. А некоторые ездят на дачу, например, сериальчик на 128 гигов закачать можно, и набор фильмов в том числе. Также некоторые используют там для общения через Zoom, что в принципе на данном TV-боксе реализовано, потому что у него есть и чистый Android, и какое-то подобие Android TV подобного интерфейса. Ну, короче, ребят, рекомендуем с вами Bubble на канале Технозон. Пока.